Мы в Геленджике, жемчужине Краснодарского края на Черноморском побережье Кавказа. Геленджик — это город-бухта, с одной стороны уютно припертая Маркотским хребтом, а с другой бережно омываемая водами Черного моря. И у нашего незадачливого зрителя сразу возникает вопрос: а что здесь делает YouTube-канал Бег Вреден? Сейчас узнаете. В Геленджике живет знаменитая на весь мир трейл-раннер в семье Дмитрия и Кати Митяевых. Дмитрий один из самых титулованных бегунов в горном беге на ультрадистанцию. Очень быстрый. То есть как быстрый? Он пробежал гонку UTMB TDS длиной в 147 километров за 18 часов с набором высоты почти в 10 тысяч метров. Самолеты летают на такой высоте. Ой, кажется, мы вас окончательно запутали. Давайте мы вам лучше продемонстрируем, что по-настоящему такое быстро бегать в гору. Для этого Дмитрий будет соревноваться в скорости с приспособлением, которое, собственно, было создано для того, чтобы не было необходимости бега в гору. Мы сейчас говорим о канатной дороге. В Геленджике есть канатная дорога «Олимп», протяженность которой 1150 метров с набором высоты 420 метров, а скорость движения подъемника 5,5 км в час. Именно с такой скоростью в обычной жизни движется пешеход по прямой. То есть у нас идеальные условия. Механический пешеход и самый быстрый бегун в гору. Ах да, маленький нюанс — дорога, по которой придется бежать Дмитрию. Ее там вообще нет. Есть скалы, кусты и иногда трава. Поэтому не все так очевидно. Мы приехали к горе. Наверху горы стоит очень красивый крест. Здесь находится канатная дорога. Собственно, эта канатная дорога будет поднимать Катерину наверх, а внизу по неподготовленной поверхности Дима будет бежать на перегонки с подъемником. Стартовать будем на этом кругу. Соответственно, перед тем, как встать на старт, мы купим один билет на подъемник. Катя вот в той кассе. Здравствуйте. Здравствуйте. А нам, пожалуйста, один женский. Вам подождать надо минут 5. Почему? Билеты печатают. Чтобы вы понимали, стоимость билета туда-обратно 800 рублей. Поэтому этот челлендж нам вылезет в копеечку. Как вы уже, наверное, догадались, дорогие друзья, Дмитрий будет соревноваться не против условной канатной дороги, а против конкретного человека, который на этой канатной дороге поедет наверх и обратно. В роли этого человека выступит не менее титулованная Екатерина Митяева. По ощущениям, сможешь обогнать? Какие мысли? Не знаю, самому интересно. На самом деле с утра прям волнение перед соревнованием. Просто интрига, как будто какую-то гонку серьезную бегу. Мы с Сашкой ехали на фуникулере, посмотрели вниз, там, где ты будешь бежать, там там прям есть такие пологие места с какими-то разрушенными камнями. То есть, ты там не боишься скользнуть или что-то вроде? Или... Не, там прям тоже первый риск, конечно же, отстать от нее сильно в гору, а второй риск — это упасть, особенно на спуске, и можно травмироваться и вообще сюда бежать. То есть опаснее спуск будет, да? Если вы прям на все деньги бежать, в принципе, что я планирую, там прям вот скалки местами можно прям очень серьезно лететь. Я не скажу, что это прям супер опасно, но на скорости может быть прям интересно. Ты держись, потому что нам финиш нужно снять еще. Если ты там пойдешь, то финиш мы не снимем, тогда получается ролик не получится. Поэтому ты давай, пожалуйста, не подведи нас. Окей. 5, 4, 3, 2, 1. Погнали! Ну что ж, понеслась. С вами комментатор Роман Гудсайд. И сейчас мы видим главное событие посткарантинного Геленджика. Кто же будет быстрее, Дмитрий или Екатерина? Фамилия у них одинаковая, а вот методы преодоления дистанции абсолютно разные. Дмитрий пробирается сквозь кусты, поднимается в гору, а Екатерина спокойненько сидит на подъемнике. В чем деталь? Нужно преодолеть полный круг канатной дороги. Сначала вверх, потом вниз. И Дмитрий то же самое будет делать, но по абсолютному бездорожью. Может быть, этот термин из каких-то гонок, но и сюда он тоже подходит. Вы решились по такой дороге не то что бежать, а просто пешком вверх взбираться? Я бы точно нет, я скорее на стороне Екатерины. Ну что ж, пульс учащается. Вот это вид практически как в Рио-де-Жанейро. Екатерина Дмитрия уже давно притянула. Сейчас эти жесты и движения никак ему не помогут. Нужно соревноваться, кто же быстрее, человек или великолепная геленджикская канатная дорога. Не только же шаурмой и чурчхелой местные жители могут похвастаться. Как ощущение, как у лидера. Екатерина уже наверху и заставляет по технике безопасности сначала сойти с канатной дороги, потом прокомпостировать билет и сесть обратно. На это у нее уходит 39 секунд. Дмитрий добирается до щита и теперь спуск вниз.
кайф. Вот так вот. Круто, боже мой, кайф. Получается, мы вместе оказались на одной точке. Самое здесь главное не получить травму, потому что очень нестабильный грунт, все сыпет и проскальзывание получается. Действительно, когда бежишь вниз по такому маршруту, самое главное не получить травму. Но не для Дмитрия, вы видите его сосредоточенный взгляд, потому что не только травма его пугает, и не столько травма. Для него самое главное оказаться первым и опередить Екатерину. Но вниз вот уже на самом деле спуститься вполне можно, конечно, не с такой скоростью. Это действительно выглядит как очень опасная штука. И главное, какой вид! Дмитрию он сейчас недоступен, он точно не обратит на него внимания, а Екатерина может наслаждаться. Ну что, полное ощущение, что у Дмитрия шикарные шансы на то, чтобы опередить свою супругу и оказаться в этом забеге первым. Ах, Геленджик, как же он хорош. Но еще лучше Дмитрий, который продолжает свой путь. Ужасная трасса. Здесь кажется, что можно в любом месте оступиться и полететь вниз. Так что Дмитрию все-таки действительно крайне важно думать о том, как именно он движется в этой ситуации. Красиво перелез. И что же будет дальше? Кажется, что финиш уже совсем близко. Дмитрий, последние секунды этой дистанции. Пульс, посмотрите, какой у него. Дмитрий на полной спокуке ее преодолевает. И это победа! Спасибо всем огромное, Дмитрия, с победой. Занимайтесь трейл-раном и смотрите английскую премьер-лигу на ОККО Спорт. Потерпел. Что? Потерпел. Мы там, Катя развернулась ровно, и мы в одной точке, прямо где я касался, сошлись. Но ты как бы изначально не верил, что ты ее догонишь. Это было нереально. Но вы, ребята, вся атмосфера получается как на соревнованиях сразу. Я примерно с таким же темпом. Чуть-чуть, может, медленнее. Могу 3 часа бежать, 2 часа бежать. Но быстрее вот этого темпа мне очень тяжело. Но я в любом случае доволен, потому что я не думал, что из 21 минуты здесь реально выскочит. Ну что ж, друзья, в итоге Екатерина финишировала на 7 минут позже, чем Дмитрий. Согласно показаниям фитнес-часов, данные трассы получили следующие. Дистанция 2,4 километра при наборе 390 метров была пройдена за 20 минут. Друзья, если вам интересно, как добиться таких феноменальных результатов, то на нашем втором канале «Бег вреден лайф» вышли 2 подкаста с Дмитрием и Катей Митяевыми, открывающие огромное количество секретов бега в горах. Ну, welcome, как говорится. Ссылки на подкасты в описании к этому видео. Будьте здоровы. Можно канатный ход прибавить, чтобы девушка победила. А можем, да, так сделать? Можно. Давайте.